Patrick Lancaster, and we have come to the Kherson region, which is internationally recognized as part of Ukraine, but Russia recognizes it as part of Russia. And there was a Russian-backed referendum here back in September to have this area become legally part of Russia as far as Russian law is concerned. Now, the fact here on the ground is that not all of the Kherson region is controlled by Russia or Ukraine. And right now we are in the city of New Kakhovka, and just across on the other side of this administration building is the riverside, and across that river about 500 to 600 meters from here is Ukrainian positions and Ukrainian controlled territory. But we're here on the ground here because we want to show you exactly what the situation is on this side of the line, just so you have an opportunity to educate yourself, not just be led like sheep by the Western mainstream media, who will only show you what's on that side of the line. We want to give you a choice to watch reports from both sides of the line so you can educate yourself and have a reasonable understanding of many facts from both sides to form your own opinion. So right now, we've been here several times before over the last year, by the way. But right now we're going to go into the administration, and hopefully we're going to have a chance to talk to the mayor again about what the real situation is on the ground here in New Kakhovka. And don't go far. Stick with us and watch till the end, because we're also going to be going to the front line, the Kherson front line, to show you what the situation is there. So let's go inside, have a talk with the mayor, and see what information we can find. Пойдем, Патрик, пойдем. Ты можешь сказать, что они стреляют? Очевидно, что где-то беспилотный летательный объект, где-то вот буквально рядышком с нами, слышите автоматные очереди. Вот, взрывы здесь были, в парке уже прилетало, поэтому смотрим за небом, как говорится. Ага. Ну давайте лучше пройдем внутрь, потому что, как говорю, нам еще родине послужить нужно. Ага. Пожалуйста, проходите. Смотри. Даже не пощекайте в таком бронежилете. Это постоянно как это? Да, это постоянно. Ага. Ну, у нас работа такая. Это нормально. Ага. Кто-то должен делать нашу задачу. Кто-то должен помогать гражданам. Все убежали. И вы откуда? Родом с Саратова. So we've just come into the city hall, and we've heard that the mayor is actually in a meeting with some of the farmers, and we're going to try to get in, and I think it'll be a pretty unique view into the situation of the government here in the city. Something that's really never been seen before in English. Эдуард Викторович, человек, знающий хозяйство, сам сумев построить все, он находится во главе, в том числе бассейнового управления водных ресурсов. Поэтому, Евгений, решая вопросы централизованно, сегодня прямо вот здесь присутствующие люди, места подачи воды, ну для того, чтобы было хозяйство наименование и собственник или управленец. Мы это все готовим, запрос, и попросим в скорейшее время у Эдуарда Викторовича и у председателя правительства ответ получить. Хорошо? Потому что нужно поливать. То, что я вам сказал, друзья, уважаемые, по поводу координации действий с военными в нашей непростой зоне. Мы это размножим вам, выдадим, вы можете отфотографировать. Прямой контакт, Евгений, дашь свой телефон и мой телефон. Мы будем немедленно, оперативно реагировать на все вызовы, которые существуют. Дальше. По порядку предоставления субсидий, я вам хочу сказать, такого не было и вряд ли внимания и помощи не было и не будет никогда со стороны уважаемых
со стороны властей, со стороны правительства Российской Федерации, президента, руководства Херсонской области и правительства Херсонской области. Я считал, в прошлом году, поскольку мы зерно сдавали на месте прямо, Юра, от 60 до $90 где-то. 70. Ну, я говорю, от 60 до 90 в лучшем случае. Так было? А знаете почему? Потому что было огромное количество посредников, которые пользовались сложной ситуацией. На сегодняшний момент все это урегулировано. И мы сможем на самом деле, а с учетом субсидий еще больше, во-первых, по справедливой цене продавать, сдавать, а во-вторых, получать серьезные субсидии. Я вам гарантирую, что это не какая-то фикция, это не эфемерные космические там идеи, это на самом деле реально. Поэтому помните сами, говорите своим ближайшим коллегам, друзьям, товарищам, что все должны быть зарегистрированы. Почему мы вас пригласили? Вот у нас здесь, в Новокаховском городском округе, у нас всего-то 4000 коммунальных земель. Больше нету. Просто мы любим этот город, знаем все отсюда и, я не знаю, там, в далекие-далекие дальние наши регионы. Мы знаем все, мы знаем всех фермеров, мы их очень уважаем, ценим этот труд. И мы хотим помочь в этой ситуации. Потому что наша военно-гражданская администрация на месте. Пожалуйста, можете обращаться в любой момент. Давайте, друзья, чтобы вас не затягивать. Цель наша была сказать, что мы на месте готовы в любой момент оказать помощь. Есть координаторы. В правительстве нам дана зеленая дорога. И нас поддерживают с материальной точки зрения. Еще раз обращаю внимание. Субсидии – это не префинансирование, мы начали говорить, как это было, когда зернотрейдеры были. К этому придем, наверное, через какое-то время. Так, Юра? Ну, в планах было. Придем, когда все уляжется, когда все на мирные рельсы станет. Но сейчас по факту сдачи урожая, если мы успеем подать все заявки, вы получите дополнительные компенсации. Это великолепно. Вопросы ко мне, друзья? Ограничения по срокам есть какие-то у нас? Да, есть. Вы возьмете дома спокойненько, вам Анна сейчас подготовит, отксерит или отфотографируйте. Сейчас великолепные средства существуют для этого, да? И почитаете. Евгений, возьмешь всех телефончики и вопросы сейчас я уйду, потому что надо. Ты вопросы соберешь, и мы на эти вопросы уже на этой неделе дадим вам ответ. Хорошо? Персонально. По срокам. Ну, короче, останьтесь. Юра, попрошу тебя, помоги Евгению организовать сейчас вот это продолжит совещание. Ты записывай все вопросы, тот же самый, и протокол. И мы, то есть, ответим вам. Хорошо? По срокам, по всему. Общие вопросы глобальные есть. Какая помощь нужна, кроме воды и взаимодействия? Что? Главное вода. Ну и вода, и взаимодействие с военными тоже. А самый большой вопрос – это мир установить. Правильно, да? Ну, значит, будет мир. Обязательно. Друзья. А есть такой вот вопрос, я думаю, наверное, будет каждому интересно. Вот мы говорим о субсидировании, но в то же время все сейчас вот мы задались вопросом, никто не может подтвердить документально за топливо. Ну, примерно я точно так же покупал. Это постфактум, то есть вы купили уже топливо? Я дальше говорю. Вот в данный момент вот мы говорим, что основное помимо воды, основное то, что есть затратная часть, да, всех уже семена кто-то поменялся, кто-то взял, кто-то... Где-то они старые, где-то кто-то да. купил. Основной вопрос это удобрение и топливо, да? Вот почему его нельзя на Ответ, сегодняшний разрешение? день вот создать какую-то, где оно присутствует, пришел, взял и под это субсидирование ты же его уже берешь своеродно как кредитную линию. Это существенная помощь будет всем Смотри. фермерам. Я вот насколько это Юрий, реально. это кредит называется. Субсидии и кредит – это разные вещи. Да.
Субсидия постфактум. Кредит это совершенно другая вещь. Сейчас в этой сложной ситуации кредитовать я бы, например, ну, будучи там управленцем, я бы не стал и не смог. В будущем, в ближайшем будущем это получится, и мы все это сделаем. Что сейчас? Сейчас поднимался вопрос на заседании правительства. Возможность рассмотреть, возможность компенсации. Ну, себестоимость же можно рассчитать, правильно? Топливо по факту необходимо. Семенной материал необходим, посевмат. Необходимо удобрение. Мы говорим о простых, да, удобрениях, там, о простых даже. Ну, о простых. Там, амофос, там, селитра. Мы не говорим о комплексных удобрениях дальше. Это считается, и мы понимаем, что минимальные затраты, допустим, гипотетически, это мы можем выносить на заседание комиссии Минсельхоза. Мы можем сказать, смотрите, вот минимум, который необходим для того, чтобы вырастить 1 тонну, например, ячменя или там пшеницы, необходимо. И мы легко эту калькуляцию составляем. Ну правда же, да? Да, сейчас многие не могут задекларировать, откуда у него было топливо перед этим, откуда был посевмат, потому что происходил бартер в том числе, например. Ну, взаимный расчет. И так далее. И председатель правительства, вы же присутствовали на совещании тогда, когда товарищ Алексеенко проводил. И он тогда сказал, что возможность подобную рассматривать надо. Тут чистая логика и экономика, можно всегда посчитать. Я считаю, что это возможно, Юра. Но префинансировать, как это было 2 года назад, ну, сейчас такого нет. Хотя я не могу сказать. Этот вопрос тоже надо. Юра, это существенная была бы помощь. смотри, во-первых, всем невозможно. Например, мне не дадут, ей не дадут, ему дадут. Тогда нужен вопрос. Если возможность префинансирования в виде хотя бы топлива посевмата, ну, к примеру, потому что не все еще засеяно, это первое. Если есть, ну, следующий, древо принятия решения, если есть, каков порядок и какие требования к сельхозпроизводителю, чтобы это получить, и какие обязательства он будет нести, правильно? Когда я беру что-то, я несу обязательства, я должен что-то дать. Так, друзья? Это вопрос тоже надо туда задать, список вопросов, которые мы зададим Эдуарду Викторовичу и председателю правительства. Ответ мы в любом случае найдем, положительный или негативный, я не могу сейчас сказать, но задавать мы его будем. Ну, я звонил вот в Скадовск на так называемую горячую линию относительно вот этих субсидирований. Получил следующий ответ, что фермер должен получить субсидирование в том случае, если он, первое, зарегистрирован, все официальные платежи прошли через бухгалтерию, и субсидирование получает от калькуляции 50%. Ну слушай, вот так вот, скажем так, 50% от калькуляции это просто деньги. А что здесь плохо? Только хорошо, правильно? Нет, все хорошо, но вот, меня лично... Стойте, по поводу документов, по поводу, вы говорите, первичные документы за топливо, затраты, которые мы несли осенью, ну, например, на зиму, которые сейчас, хорошо, которые сейчас мы не можем каким-то образом, во-первых, для нас это всех наука. Мы должны сейчас все документы, идем на заправочку, покупаем, да, ваш бухгалтер должен их что делать? Да, это первое. Было на совещании сказано таким образом, что все те документы, которых не существует, называем вещи своими именами, в присутствии комиссии своей же и в присутствии бухгалтера, это актируется. Сделано та Смотрите, иная но работа. то, что я сказал, мы Делается можем акт посчитать. работ. Это именно то, что я говорил. Есть минимальная калькуляция затрат на обслуживание 1 гектара земли под определенную культуру. Есть? Есть. Это то, что вот тоже как раз мы и говорим. Если нет документа. Но префинансирование, об этом разговор не шел. Шел вопрос о субсидиях, постфактум. Но задать вопрос нам никто не мешает, право. Если есть, ну скажем так, эффективный собственник, хозяйственник, вполне возможно, у него есть земли,
комиссия может сказать, что вот он есть прогноз, например, тем более озимый мы видим великолепный, правильно, да? Вообще, конечно, можно задавать такой вопрос. И я думаю, что механизм будет найден. Так, друзья, смотрите, это у нас первое сейчас в этом году вводное. Для чего мы собрались? Потому что я хочу, чтобы мы здесь донесли то, что говорят генически, на месте. Это первое. Второе. Вы должны знать, что в любой момент вы можете прийти, обратиться через Евгения непосредственно ко мне, и мы будем эти вопросы поднимать дальше на областном уровне. Третье. Вы никто не брошенный. Любые проблемы, которые у вас, это наши проблемы, потому что наша задача как можно быстрее возродить производство. А сельское хозяйство это 80% было. Сейчас, наверное, 95% ВВП приносит валового внутреннего продукта, если не 100. И Херсонская область ни в коем случае никогда не будет нахлебником. Это, я думаю, самая эффективная будет область. Мы потребляли всего 15 где-то процентов того, что, съедали, того, что могли дать. И сейчас, на самом деле, у нас есть возможность честно зарабатывать, продавать по справедливой цене, а не так, как это у нас было в прошлом году, вынужденно. И зарабатывать нормальные деньги, и еще получать субсидии. Пропуска и так далее. Пропуска. Это Все, что тоже вопросы... через Евгения. Смотрите, да. Все вопросы любые мы будем. Например, у нас существуют сложности иногда заехать на поле. Иногда просто военнослужащим требуется подтверждение, документы и так далее. Мы на основании ваших документов, земля, показываем, мы с штабом территориальной обороны, с командованием, мы согласуем порядок пропусков, чтобы он был единообразный, доведут до всех военнослужащих, и никто не будет иметь никаких претензий. Понятно, да? В случае экстренных, бывают разные случаи, до кого-то не дошло, у нас всегда есть прямой контакт с военной полицией, с военной комендатурой, со всеми. Мы будем уже это организовывать и решать вопросы в рабочем порядке. Вот такая вот история у нас, друзья. Если будут еще вопросы, мы не теряемся. Некоторых я здесь вижу постоянно. Еще в этом году у нас есть важные мероприятия, крайне важные. Кстати, газетки возьмете, будете уходить. Есть много интересного, особенно вот в этой газете. Много мифов развенчивается. В этом году, первое, скоро Пасха через 1,5 недели. Будем друг друга поздравлять, есть куличи и биться яйцами. Дальше, 9 мая. Священный праздник, который нам пытались отвратить нас от него и извратить. Мы будем праздновать и будем чествовать и вспоминать героев. Тем более у нас, кроме героев, которые закончили в 1945 году в Берлине, у нас есть герои, которые и сегодня уже появились. Это нам, их всех мы будем вспоминать. И далее, друзья, самое важное мероприятие в этом году, 10 сентября, единый день голосования, мы будем создавать полноценную команду единомышленников, которые будут управлять нашим благодатным краем. В связи с этим уже начинается серьезная кампания, и мы к каждому отдельно, ко всем вместе будем приезжать, рассказывать о всех преимуществах правильного управления и городом, и краем. И мы будем призывать вас помогать проводить эти выборы на высоком таком уровне. Хорошо? У вас у каждого есть. У тебя сколько само людей работает? В сезон? 200. Хотел сказать, 300 человек, немало. А если всех нас собрать здесь, то это очень много. Почему мы хотим возродить сельское хозяйство? Я сам только за. Всеми. Поэтому 10 числа голосование.
к этому моменту мы будем проводить масштабную, серьезную кампанию. Конечно, будем к вам обращаться, будем рассказывать о всех преимуществах. И я думаю, что это будет абсолютно другой последующий новый шаг развития города. Вот я лично вот понимаю, что город, вот сейчас плохая ситуация, тут не все в городе живут, ну есть вот те, кто в городе живет. Например, УПТК, там, ГТМК, вот эта территория, прекрасно представляем, да, где это? Разрушено. С одной стороны плохо, с другой стороны у нас есть возможность сделать то, продолжить ту работу, которая начата в 50-х годах. Прекрасная старая часть города, да? Ну, красивейшая. Мы хотим, чтобы это наследие и чтобы вот эту архитектуру дальше продолжить строить. Социальные объекты, дома. Сокол у нас разрушен. Городообразующее предприятие, к большому сожалению, этими ракетами. На его базе может быть выстроен новый микрорайон. Видели в Мариуполе, Владимир Владимирович был? Там за полгода выстроено, ну, там немыслимое. Такого никогда не было. Мы хотим объявить конкурс архитекторов, градостроителей, те, которые помогут, основываясь на пожеланиях граждан, этот город возродить. Я, например, хочу, чтобы весь берег от ГЭС и до Корсунки, он был променадным, ну, чтобы можно было проехать на велосипеде, пройти, погулять. С Юрой я за ручку не захочу, а с Юрой, например, захочу пройти, там, проехать на велосипеде, закаты, которые у нас в той стороне увидеть, и рассветы. Но это мы можем сегодня сделать. И этим будем заниматься, друзья, вместе. Так что все будет хорошо, мы все время на месте. Сейчас, Евгений, записываете все вопросы, их систематизируем, и прямо завтра в виде служебной записки товарищу Репелевскому передаем. Хорошо? Вот эти бумаги. Можно вопрос? Да. А как с военными согласовать, чтобы минимизировать минимальные заезды на поселок? Вот сейчас поселок... Смотрите, уважаемые товарищи, это как раз тоже вопрос. Я с вами согласен. Мы должны, во-первых, мы абстрактно не можем ни о чем говорить. Нам нужно знать конкретное место, правильно, да? Где это там? Раздольное. Такой-то, например, участок. Там есть какое-то подразделение или воинская часть, у нее есть командир, и мы уже должны общаться точечно. Но мы не можем взагали говорить. Понятно. Потому что линия обороны готовится, и естественно это Здесь можно. дорога, 3 метра заезжаем в поле. Зачем? Уважаемый коллега, мы это можем сделать. Есть по центру ездят. Слушайте, нет, друзья, вы правы абсолютно. И я вам хочу сказать, командование, мы с ним общаемся ежедневно. Очень благородные, разумные и достойные люди. И если мы вот донесем, и относятся они к нам с огромным уважением, придем и скажем, возьмем вас непосредственно, как пример, вас приедем туда и поговорим. Вот, пожалуйста, один пример. Вы знаете, сколько они уже помогли решить подобных случаев? 1 миллион. Поэтому и этот вопрос было решен. такое, чтобы вы тоже понимали, вот если вам заехали, Друзья, затоптали, продолжаем вы работу. выкопали, Хорошо? Женя, выкопали Юра. поля. Я отдаю, да. Все, я пошел. Хорошо? Все, друзья. На связи. Технируется, что было Вас выкопано, поприветствовать. чтобы... Извините, что мы вот так ворвались на совещание. Запишите мой телефон, если нужно будет позвонить срочно. 7990 или Даша, да? Борода, записывай. Потом что-то кто-то прибежит. Он же пишет, давай новость. У него никого нет. 7990 101 39 00. Там телеграм. Если что, пишите. Мы реагируем на каждый звонок, на каждое обращение, поэтому будем помогать. Спасибо, Владимир Павлович, вы нам помогли. Я приезжал к вам, помните, за документами. Помогли? Помогли, вот. Хотя вы вроде другой район. Военнослужащие, да. Будем помогать дальше. Проблема. Друзья, все. Женя, вопросы? So that was just pretty interesting. I know it's a little long-winded, but
we've got to show you this information because you're not going to see it anywhere else. Me too. A lot of incoming lately, yeah? Yeah, today. Today? Today. Okay. Can you please, for the people that don't know who you are, introduce yourself? Of course. Меня зовут Владимир Леонтьев, я глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа, в который входит 11 населенных пунктов. Мы расположены на протяжении 40 километров по левому берегу Днепра и на глубину 15 километров. У нас 11 населенных пунктов. У нас проживало год назад на этой территории где-то 72-74 тысячи жителей. На сегодняшний момент осталась 1/3, это где-то 23-25 тысяч жителей, которые живут у нас здесь сейчас. And the meeting we just saw, can you explain to us who are those people and what was the purpose of that meeting? Но дело в том, что несмотря на войну, несмотря на эти сложности, мирная жизнь, она продолжается постоянно. Вот те люди, которые вы сейчас видели, это фермеры наши уважаемые, те, кто продолжают заниматься производством, те, кто выращивают зерно, те, кто выращивают клубнику, те, кто кормят наш край, ну и не только наш край. Вы же знаете, что Российская Федерация оказывает значительную помощь бедным странам и отправляет бесплатно зерно в бедные страны. И я думаю, что Херсонская область тоже внесет существенный вклад в эту программу. And how long have you been in the government here? Как долго? I understood. From the beginning. С 24 февраля прошлого года мы работаем здесь и стараемся помогать людям делать, чтобы город жил, и чтобы они жили и чувствовали себя в безопасности, в максимальной безопасности, несмотря на все сложности, которые есть. And what is the situation now? And how has it changed over the last few months since the last time I was here? Ну, ситуация, по большому счету, серьезно не меняется. Нужно сказать, что с 1 августа прошлого года мы сегодня провели такую статистику трагичную, точнее посчитали. У нас погибло около 50 мирных жителей, погибло. И ранено больше 150 жителей мирных. Я говорю о мирных жителях. И все это результат террористической деятельности, по-другому не назовешь. К большому сожалению, ваша родина, Патрик, Соединенные Штаты Америки, она же поставляет высокоточное оружие, high precision weapon, для того, чтобы под извращенным предлогом, что они несут мир. Это не мир. Начиная с ноября месяца прошлого года ракетные удары сменились, и у нас сейчас ежедневно нас обстреливают минами. Вы сейчас слышите тоже. 155-миллиметровые снаряды, которые производятся в Европе, в Соединенных Штатах Америки. Да, мы постоянно испытываем эти удары. К большому сожалению, люди страдают, объекты инфраструктуры страдают. Ну, мирные люди страдают. Военных в городе, если сейчас вот мы будем, вы практически не увидите. Их нету. Вот в чем дело. Поэтому, когда говорят, это случайные прилеты, это случайные. Нет, это не случайно. Все прекрасно известно. Знают, что здесь мирные люди, видят, что город чистый, город работает, люди довольны, получают заработную плату, пенсии, гуманитарную помощь. И, наверное, кому-то на правом берегу не нравится, что здесь мирная жизнь. Поэтому вот эти взрывы, вот эти прилеты ежедневные. Так что ситуация изменилась в одном. На смену ракетам пришли снаряды и мины.
And Ukraine has also accused Russia, like they've been accusing the Donetsk and Lugansk People's Republic for 9 years, that the Russian government is firing on the city of Novokhovka. What can you say about that accusation by Ukraine? Basically, that Russia's firing on themselves to make the damage, to bring sympathy to the city. Ну вот смотрите, что я хочу сказать. Луганская и Донецкая область прошли жесточайшие и сложные времена, очень тяжело. Мы прекрасно понимаем, насколько им было тяжело. И сейчас начали понимать. Я хочу сказать, что мы за этот год, и начиная с референдума, мы очень быстро интегрируемся вообще в большую семью Российской Федерации. Помощь оказывается нам, я даже не могу сказать, размеры помощи грандиозные. Вот грандиозные. Это касается всего. Обеспечения жизни граждан, пенсии, социальные выплаты, медицинское обслуживание, снабжение материально-техническое, то есть, все, что необходимо, продукты питания, предоставление жилья временно эвакуированным гражданам, которые уезжают на Большую Землю. И, знаете, очень немаловажно, те люди, которые здесь живут, которые не ожидали, что это произойдет год назад, сегодня они с благодарностью воспринимают и с пониманием начало тех событий, которые год назад начались. Вот в чем дело. Совершенно изменилось миропонимание людей за этот год. И я думаю, что те серьезные события, которые нам еще предстоит в этом году, а мы ожидаем, в том числе выборы, я думаю, что они помогут на самом деле Херсонской земле вернуться к историческим берегам. Вот такая. How can you compare the percentages of people who are for Ukraine and for Russia compared to a year ago in February to right now? It's difficult to say. Я думаю так, что, знаете, тут такая ситуация. Во-первых, давайте будем откровенными. Вот интересно. Многие те, кто сейчас в телефонах постят и пишут постоянно там «Мы за Украину», часть из них сейчас приезжает в Крым, чтобы получить сертификаты и компенсации. Это такое двуличие. Правда, да? Угу. Это уже не один факт и не два факта. Поэтому, вот знаете, когда мы говорим процентное соотношение к тех, кто за Украину или за Россию, это я с одной рукой я принимаю все блага из России, да, материальные, деньги, получаю сертификаты, покупаю квартиры, беру пенсии, получаю ежемесячно помощь продуктовую, уголь, дрова. Так и в то же время я за Украину. За какую что Украину? Это такое фарисейство, понимаете? Поэтому я хочу сказать, те, кто находится здесь, практически все понимают и целесообразность, и преимущество именно того, что дает Россия. Ну и потом мы видим, как, например, давайте посмотрим Мариуполь. Владимир Владимирович был в Мариуполе буквально несколько дней назад, да, или там пару недель назад. Вы посмотрите, какими сумасшедшими темпами развивается город. Правильно, да? Это вообще такое, я не знаю. Я человек с промышленным прошлым, со строительным прошлым, и для меня это очень показательно. Я уверен, что у нас точно так же все будет хорошо. Поэтому люди в большинстве своем прекрасно понимают все преимущества. И даже если... Понимаете, мы все за Украину, вот все, потому что мы любим Украину как страну, как великолепную страну, красивую, которая была в составе Российской империи сначала, потом Советского Союза, потом была братским народом с российским все время.
и вдруг нас кто-то разъединил, причем из-за океана или из-за моря, правильно, да? Нет, мы все братья, и я думаю, что если у людей чуть-чуть очистятся мозги от пропаганды, они все 100% будут за единую братскую семью, какой бы национальности они ни были. А мы вообще... Да, есть люди, которые с одной стороны говорят, что мы за Украину, какой-то желчь, грязь льют, а на самом деле, давай посмотрим, они же получают бесплатная электроэнергия, вода, отсутствие коммунальных услуг, вся помощь. То есть тут, я же говорю, это очень... Они все получаются за Российскую Федерацию, потому что если бы я был таким последовательным, я бы отказался от всего этого и уехал. Все, кто сейчас остается здесь, я считаю, они все прямо или косвенно поддерживают все, что происходит и то, что делается Российской Федерацией. Is it enough? Almost. Just maybe one more question, kind of a two-part question. Can you say what percent of the buildings in your city have taken damage from Ukraine? More than 80. More than 80, yeah? Yeah, right. Uh-huh. And from where we are right now, how far is Ukrainian positions, or Ukrainian forces? 500 meters. From where we are right now? Yeah. Understand. And so now can we maybe take a little look around the city and maybe Absolutely. go farther? It's dangerous, but we know your strong character. Thank you very much, sir. Right bank of the river. Uh-huh. You see. Enemies are over there. That's where Ukrainian positions are. Yeah, very close. 500 meters. But we're still here. Can you please introduce yourself? Yeah, I'm Vladimir Krupin. I'm working here in the information sector. Uh-huh. And that meeting that we just saw, you Yeah. were in attendance. What was your role in that meeting? My role was just take information for our channels to show people that we are working here and to translate some information from our chief to the people via internet, Telegram channels. So basically you work in the information center of the city hall. you could say. Yeah. I just started recently. Before that, I used to work in, if you know, this city of Berislav, across the bridge over there. There's now Ukraine. Ukrainian. So are you local forces. or are you from Russia? I'm from Berislav. I would say I okay. was born over there. And what do you think about the situation? I mean, in the West, they're saying that Russia forced the people to take Russia in. I mean, what's the real situation? Well, real situation is it was boiling. It was in the air, right? Like for years already, right? It started from that Americans wanted to take over the Crimea to put their naval base over there. So the answer for the Putin was taking this is our land, right? And here, the same situation over here, like lands already been sold to American and foreign corporations, right? So like farmers' land. And what can you say? What before a year ago, what was the percentage of locals in the Kherson region that were for Russia and wanted to be part of Russia or wanted to stay Ukraine? It's like 50-50. Everybody was swearing at the Ukrainian government because they're doing that and doing that bad, you know. But when Russia came over here, people separated, and separation went through the families, right in the middle. Like in my family, for example, one daughter is on that side, one daughter is on this side. Okay. Like my cousin sister for Ukraine, my other cousin sister for Russia. So that's how it. Understand. Just tearing families apart, huh? Like right in the middle. Like I would say, what's going on now in the country and
in a society is a civil war, more like. And what about now? What percentage of people in the territory that Russia controls is for Russia or for Ukraine? What's your personal opinion? Basically, I would say now whoever is staying over here, about 90-95% for Russia. That what is my opinion. And but there are some people who are waiting for Ukraine to come over here. But being saying that on that side is the same. Same, like there are people who are waiting for Russia army to come. And do you think, how far do you think it'll go? At the end, like task from the Putin was denationalization and demilitarization of Ukraine. That's it. That's where it ends. All right, well, thank you very much. Yeah, thank you. And so what happened over here exactly? Час назад был обстрел города очередной. Мы уж не знаем, куда был он направлен, но прямо вот здесь вот прилетел снаряд. Это парк Славы, вечный огонь, вы сейчас увидите у нас. И вот прямо час назад вот здесь прилетело. У нас здесь встреча была с фермерами, мирные люди, военных здесь нету. Но это не мешает продолжать обстрелы мирного города. К большому сожалению, гуманисты с правого берега обстреливают. Все, давайте, ребят. Это час назад. Тоже. Вот это все, вот это вот. Я не знаю, куда здесь можно целиться. Здесь парк, вечный огонь, могилы солдат. Но видите, в очередной раз. Вон. Все это здесь. Очередной. Это вот час назад прилетело здесь, да. Так что Наверное, прилет был... где-то здесь, и мы не знаем, сейчас столько боеприпасов, вы видите, да, которые разрываются и сверху делают. Ну, вы видите, все, вот, все деревья, все. Сейчас очень много новых боеприпасов. И Кстати, это именно с центра. ну это самый центр города, вот вообще. А вон пробило и окна, я смотрю, тоже. Это мы видели много новых крыш, да? Да, это мы восстановили. Это уже 3 раза здесь был прилет. Сначала точка У, вот здесь была, женщина погибла одна. Ну, здесь много, я уже сегодня говорил, у нас 50 человек. Мы перекрыли крыши, вставляли новые стекла, но обстрелы продолжаются. Ну, гуманизм такой. All right, and you see what the mayor has to say. This just happened. These are fresh holes in these trees, and even on the ground, we can see these shrapnel holes. Now, it appears that the shrapnel came in this direction, and we see a limb up above that was damaged. So it appears that it exploded when it hit the tree, fired from that direction, from the other side of the river where Ukraine territory is. But we can see this is right next to the city hall, right next to civilian buildings. And this just happened less than an hour ago, like he said. We heard the explosions while we were filming the interview. Do you see any soldiers or military here? There's none. All around here, we've walked around here. There's no military. As you see, a woman. Come. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно сказать, вот час назад был прилет, да? Да. Как вы думаете, почему украинцы стреляют именно на это парка? Может, военный здесь? Так здесь же у нас вот памятник. Это памятник? Да, это же памятник погибшим во время Отечественной войны. Ага. Поэтому это же центр города. Это же центр Новой Каховки. Вот же Днепровский, вот же парк у нас здесь. Это памятник, это парк. Можно украинский думал военный здесь? Не, это не это войны, это памятник Отечественной войны. 41-го года, вот тогда поставили им, там же огонь горит у нас все время. Вы местный?
Да. Мгм. Что вы сделать сегодня? Зачем вы на парке сейчас? Что я делала Да, сегодня? Да, я поехала утром на дачу. Да? Да, у нас автобус вот ходит по этой улице. Поехала на дачу. И неудачно. А почему неудачно? Взяла с собой телефон, а время холодно. Он у меня разрядился. И я не знаю, сколько времени, чтобы автобусом поехать. Ну, успела потом. Все. Удачи вам, Всё, ребята, удачи. удачи. All Счастливо. right. Well, I mean, you see what the Да вы situation. пройдите туда, пофотографируйте этот памятник. Да? Там, Oh, же, хорошо. там же горит этот огонь. Well, let's go check it out. She wants us to go look at the monuments. Okay. Спасибо. So let's have a quicker look here, and then we have to catch up with the mayor. So again, no military here, but a lot of shelling. I mean, every one of the buildings here on this square have shelling damage. So here we got the monument. Саша, можно читать это? Героям Великой Отечественной войны. So it's the hero of the World War II. Monument to the hero of the World War II. No military here. There's a post office. A bit chilly. A little bit. Так, мы сейчас куда едем? На центр социальный, где выдача гуманитарной помощи. Мы ежедневно где-то 500, 600, 700 комплектов гуманитарной помощи раздаем ежедневно. Причем не только в Новой Каховке, но и во всех населенных пунктах здесь. И лежачим, больным, инвалидам развозим. И это такая благородная работа, которую люди делают постоянно. А что входит в набор гуманитарный? А вы сейчас посмотрите. Все великолепно. Все, что позволяет жить. Ну вот смотрите, вот категория, видите, бабушки у нас в основном. По кому стреляют? Вот, ну, люди, которые социально не очень обеспеченные. Ну, что сделаешь? Мы стараемся все равно, чтобы город, видите, он такой чистый. Достаточно. Люди работают, коммунальщики работают. Много собак появилось. С собаками, да. Хотя у нас работает ветеринарная клиника, очень хорошие врачи там спасают. Это в отличие от того высокоцивилизованного Запада, который только говорит о высоких ценностях, а на самом деле присылает такое страшное оружие. Все у нас учебные заведения готовы были к началу учебного года. И новые окна, и все. И мы их сохраняем и ждем. И учеников было много, готовых учиться. Но, к большому сожалению, из-за этих обстрелов мы не смогли начать процесс. Да, мы провели 1 сентября, причем за день раньше, чтобы и 1 сентября начались жесточайшие обстрелы. Вот здесь вот эти следы, постоянно мины. Мы успеваем только заделывать дорожное покрытие. Прилетает везде, в дома. Ну, тут, если проехать, мы сплошные ужасы, которые... И люди гибнут. Вот здесь вот прилетело недавно, вот здесь, вот здесь. Вот внутри этих домов, вот эти дома. Вот. Тут рук немножко не хватает. Вот. А что чаще прилетает? Крупный калибр или мины? Так и то, и другое. И 155, и мина-то тоже 120 калибр, между прочим. Другая, 82-я сюда не достанет. Конечно, прилетает все. А вот вы сейчас едете без охраны, не в бронике, как бы не страшно? Мы не задаемся таким вопросом. Нам все равно нужно
Если мы уедем из города, то люди будут волноваться, и они будут брошены. Вот в чем дело. А мы этого не делаем. Вон, женщины продают цветочки. Все равно магазин работает, видите, уже готовимся к Пасхе. Потом 9 мая. Спортзал у нас работает. Да, немножко сложно, не в таком режиме, но все равно несколько дней в неделю работает. Хлебозавод работает. Бесплатно причем раздает хлеб. Очень много помощи. Да, люди стали добрее, гуманнее. Намного стали добрее, гуманнее. И ценят именно такое отношение. О, гуманитарный центр. Видишь, и люди стоят. Мы сейчас пойдем посмотрим. Ежемесячно каждый живущий в 15-километровой зоне, он получает вот гуманитарную помощь. В прошлом месяце мы раздали где-то 10 тысяч наборов. 9500. Ну, мы сейчас зайдем, посмотрим, поговорим. Сколько у вас? Население сейчас в округе где-то 23 тысячи. Ну да. Очень большая помощь, очень большая помощь. Давай вот посмотрим даже так. Это же не какая-то там постановочная акция, правильно? Да, вот сейчас, слава богу, спасибо МЧС, спасибо тем, кто поставляет. Огромное спасибо, душевное. Смотрите, все, полотенце, порошок, стиральное мыло жидкое, зубная паста, щетки и продукты питания дополнительно. Ну, давай глянем. Гречки Гречневая 2 каша. килограмма, сахара 2 килограмма, пакет макарон, баночка сгущенки, сгущенку привезли нам, 3 рыбные консервы и 2 банки говяжьей тушенки. Это на сегодняшний день у нас. И еще идет нам продукция. дают хлебозавод Да, хлеб. хлебозавод каждый день привозит нам хлеб, и мы хлебушек раздаем, да, свеженький, ежедневно. Да. Вот так вот. И финансировать, where's the money for this aid come from? Thanks for Russian government and the president. So it comes directly from the Yep. Russian government. Yep, absolutely. Okay. Great thanks. We are grateful. Really. Вот такая вот помощь у нас. Неплохо совсем. Экономия. Это все руками. В месяц 22 человека, получается 10 тысяч наборов. Их нужно скомплектовать, раздать или здесь, или развести по 11 населенным пунктам. Потому что у нас 400 маломобильных где-то. То есть каждый день люди едут. И, Сначала еще расфасовать нужно. и расфасовать еще, взвесить. 2 килограмма. Комплектов в день у вас получается. в среднем. Вчера было Гораздо 667. Выдача. Вчера выдача была 667. Можно еще раз вопрос? Вы сказал, вы родился здесь, и в Москве обратно. Много людей обратно сейчас, которые родился здесь и жить в России? Да. Есть люди, которые уезжают, а есть наоборот, которые возвращаются, которые уехали и вернулись. Да. Понял. И как сейчас, как долго вы был здесь Я обратно? в должности. И как долго вы был здесь уже? Я в ноябре 2022 года сюда приехала. Вы уже был здесь, когда все начало, да? Нет. Нет. Извини, когда началось, нет, да. Новембр. Я приехала, да. И как твое мнение, сколько процент людей, которые живут здесь сейчас, за Россию, и сколько процент за Украину? Я думаю, что больше половины людей за Россию. Это видно, потому что стали к нам больше приходить людей и делают паспорта. Я уверена, что люди определились уже. И что вы могу сказать? Сейчас Украина сказал, русские войска стреляют на Новых Каховках. Что вы могу сказать за это?
Я хочу обратиться к ним, чтобы перестали стрелять. Кто стреляет? Украина сказала, это Россия стреляет. Стреляет Украина, стреляют ребята России. Что бы вы сказали тем Да. людям, которые говорят, что стреляют сюда русские войска? Вот для этих людей. Я могу сказать, что это неправда. Мы находимся здесь, мы все слышим, мы все видим. И как вы думаете, почему Украина стреляет? Может, они пытаются стрелять на войне или как? И я думаю, что это от злости. Что мы продолжаем жить. В медицине До свидания. можно пройти? Спасибо большое. Спасибо, уважаемые. The hospital. Where? Hospital now. Uh-huh. We have a significant problem now with the medical assistance, and you know why? Because of every day we have a lot of shells, mines from right bank of the river. That's why. Это наш магазин, супермаркет. Там все есть, в принципе, работают. Даже светофоры у нас работают. So, all the city has utilities, gas, water, and electric? Are there... Absolutely. Uh-huh. Absolutely. And Was it difficult all the to... small villages also. Yeah? Yeah. Прям во всех. Да, 11 населенных пунктов. У нас бывает где-то на несколько часов, может быть, мы... У нас энергетики, у нас 2 пожарных и 2 сотрудника энергослужб у нас были ранены. В результате вот именно, когда они устраняли последствия или что-то, или тушили пожары. Но они все работают. И поэтому вот вода есть постоянно. На водоканал новый генератор поставили, 265 киловатт-час. Государственную аптеку здесь открыли. Цены такие, reasonable prices for drugs. Внимание обратила, очень чистый город на самом-то деле, учитывая, что прифронтовой, так вообще идеальная чистота. Ну, он фронтовой, можно сказать, фронтовой. Вот смотрите, сюда, на территорию больницы, ее обстреливали 3 раза. Сгорела скорая помощь. Вот окна, если вы обратите, все практически, это же нам приходится восстанавливать. И несмотря на это, ну, люди же остаются здесь, и поэтому они продолжают работать. Нам очень помогают губернаторы и председатели правительства. У нас 3 новых скорых помощи нам поставили. Скорая помощь работает постоянно. Так что у нас вроде бы, да, больным тяжело. Мы возим в Зеленый Пот часть больных. Но и здесь есть прием врачей. Сейчас пойдем посмотрим. О, сторож. Здравствуйте. Здравствуйте. Wait a second, please. Здравствуйте, дорогие доктора. Здравствуйте. Можно к вам прийти? Зайти? Я не один. Я с моими лучшими друзьями. Так надо было предупреждать. Да, видите, у нас доктора здесь на месте. Все работают.
прием осуществляют, службу несут. Вот. Так что все Нас здесь. засмущали. Наши доктора принимают здесь, их мало, но в день принимают 40 и больше человек. Потому что людям, вот пенсионеры, им нужна помощь, и поэтому постоянно находятся здесь. Спасибо им большое. Ни на один день они нас не бросали. Не бросали, Аня? Нет, даже выходные. Даже выходные работают. Да, но у нас не только пенсионеры. Ну все жители города. Все жители города приходят. И помощь поэтому оказывается. Так что рассказывай. Надо. А мы никого не предупреждаем. Рассказывай. Аня, это сестра анестезиолог, да? Да. Вот. Отделение анестезиологии и реанимации. Сейчас мобильная бригада. Ну расскажи, как работает мобильная Ну, бригада. выезжаем, люди обращаются, звонят, и мы выезжаем на дома. Вот вчера в Райское ездили на выезд. Ну так вот. Сегодня у нас потише, а в понедельник здесь вообще был ажиотаж. Много ранено попало здесь? Sorry again. Many people injured from shelling Много come here? людей, которые страдают от прилетов, скажем так, раненых. Мы их не обслуживаем же. Мы их Это- отвозим, скорая помощь их А, отвозят да, у обычно нас же здесь- сразу немедленно, потому что здесь больше те, Нам- которые терапия, да? Ага. Кто еще? Нам Олег? запретили же больницу как таковую закрыли, потому что запрещено вести Терапевтическая. прием. Стационары у нас закрыты из-за Рядом обстрелов. хирург, surgery here. Но мы отвозим Военные на, хирурги их обслуживают. да, на И скорой на- помощи в Каланчак отвозим и дальше в Скадовская, Скадовск. Новотроицкая. То есть там оказывается им уже профессиональная хирургическая и прочая помощь. Еще много, конечно, много. Я могу сказать, что за 2 месяца у нас было 5 погибло, за первые 2 месяца. 5 погибло и около 15 раненых было. Это те, которые не легко раненые, а как-то более серьезно. Да, много. Так что... И вы откуда? С отсюда, коренной Да? житель Новой Каховки, да. И как вы, как человек, чувствуете за обстановку сейчас по поводу Украины и России? Ну как обстановка? Ну вы же сами видите. Ну, я понимаю, но политика. Как вы рады в России здесь, или как, что вы был хотел? Чтобы я хотела? Да. Ну, чтобы был мир, и Да. это однозначно. Вы был голосовать на референдум? Да, Может вопрос как? да, за Россию, за Российскую Федерацию. Почему? Потому что я русская, потому что... Ну, вы сказал, вы родился здесь. Я родилась здесь, да, но тем не менее этот город основан, вы знаете, его строили люди со всего Советского Союза, и очень много людей приезжало с России. Мой дед с России приехал сюда, чтобы строить этот город, даже ГЭС еще, поэтому я считаю себя русской. И потом та политика, которая была на Украине, никто не против был той Украине при Януковиче, но так как они свергли Януковича, здесь уже жить было, ну... закрытым ртом, скрипя зубами. И It's там надо было multinational city. прочувствовать на себе эту жизнь. Поэтому я рада, что мы с Россией, потому что то, что сейчас на той стороне, это печаль печальная. То, что я бы не хотела, чтобы мой ребенок учился в той школе, где идет пропаганда вот этих вот нетрадиционных, так сказать, ценностей, которые совсем не ценности, да, то есть много всего, то есть рождение той националистической ненависти было к русским еще вот с 2014 года, когда сделали они этот переворот, потому что это был переворот, я так считаю, но это мое мнение, когда свергли Януковича. И поэтому это у нас выбор без выбора. И это стало насаждаться искусственно уже вот эта вот вся любовь к Украине, этот выдуманный патриотизм заставляли также эти вышиванки, все это с садиков начиная, понимаете, украинский язык, это все надо было. Вот.
Так же самое на собраниях говорили родителям о том, что дома общайтесь с детьми на украинском языке. То есть никто никого не спрашивал, кто белорус, кто русский, кто вот так. Ну, не все Надеемся. так трагично, Ну, да, не все так трагично. но в любом случае мы любим свой город, Да, поэтому мы здесь. поэтому мы здесь. Да, Правильно? потому что мы здесь нужны. И здесь и люди, и мы здесь нужны, и помощь надо оказывать. И вообще надо больницу открыть. Это, я так считаю, что Это надо. грядет в ближайшем будущем. На Да. следующей неделе у нас будет министр здравоохранения. Потому и что мы будем очень много. Вот у разговаривать, нас да. в понедельник был, Олег Васильевич может сказать, что фибрилляции предсердий, О. желудочковых, то есть тяжелые случаи у нас. У мужчины тоже глюкоза была 26 с лишним. Ну, люди запущенные, люди не обследованные, люди брошенные. Ну, в том плане, что все равно в полном объеме нет той помощи, которая нужна. А много стариков одинокие. Ихние дети выехали, их бросили, понимаете? Они ничего сами не могут. И звонят из Израиля, из Польши, из Соединенных Штатов. Да, и Америки. дают там ЦУ соседкам. Да, и бабушкам с Украины звонят и говорят, пожалуйста, помогите. Так часто бывает практически. Если посмотреть в общественные приемные записи, да, собственно говоря, у нас есть. Это огромное количество людей, которые уехали, бросили. И поэтому, конечно, медики, они остаются на месте. Спасибо большое. Спасибо тебе. И вам спасибо. До свидания. А не надо. Зарплатные. Почему? Ну, что тебе нужно сделать для Ну, когда с транспортом, чтобы мы вырвали А сколько туда вас человек? назад. Ну, мы максимально посадим 4 человека. Ну хорошо, я тебе дам машину и все, поедем. Мы по времени что Хорошо, только мы можем договориться. Это в ФСБ банке? Нет. Какой? Я сейчас уточню. Ну, давай. Какой банк? Куда вам надо? Вам надо поехать из зарплатной карточки. Да, банк. МРБ? да. Ну все, я дам вам машину, отвезу вас. Потому что нам надо максимально, Всё. чтобы вернуться и опять. Олег, быстро, в любой день, ты меня заранее предупредишь, я дам тебе водителя, тебя отвезу туда-назад. Всё, спасибо. Хорошо? Все, без вопросов, ребят. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Мы зайдем на водоканал сначала, а потом к коммунальщикам. Ага. Потому что они тоже... Вот здесь прилетело несколько. И вон прямо видно следы. Видишь? Вот, это больница. В больницу сознательно обстреливали больницу. Вот посмотри, пожалуйста. Вот это нормально? Вот. Ну, это не старый, да? Нет! Это вот недавно было это все. Нет, конечно. И вот здесь сгорела тут машина у нас тоже одна. Вот это детское отделение, оно попало под обстрел. Ну, сейчас там засыпало тоже. Там сгорел автомобиль скорой помощи. Вот и все. И ничего ты не сделаешь. Школы, они все закрыты, оборудованы. В школы тоже попадает, прилетает, но ничего мы не сделаем. Пока ничего не сделаем. Вы сказал, в принципе, работа тут на твою работа год, да? Февраль, да? Sorry again? Good. Yeah, you more said than 1 year. You said you've been working here Right, as a mayor absolutely. for 1 year. Right. Where are you from, and what did you do before? I was a businessman. Mhm. Yeah, and I lived here. So you I had a you're- business, yeah. Mhm. But originally I am from Russia. And how long have you been here? More than 20 years. Okay.
I live here and in Kiev also at the same time. So Were you or are you a citizen of Ukraine? yep. Mm-hmm. So you were a citizen of Ukraine and Russia. Now Russia. Uh-huh. So I got a passport. so but before yeah. that, just Yeah. you're citizen of Ukraine. Yeah, yeah. Uh-huh. So you were born in the Soviet Union on the Russian In side. in Rostov region, Uh-huh. and then I lived in Karelia, northern part of Russia. Uh-huh. And then when you Studied in Leningrad, Mhm. Leningrad Suvorov Military School, and in Donetsk, and other served in the army, and after that started my life in business. Here we had also a couple of weeks ago one old woman dead. Frankly speaking, I love America and people, but politics, it's shame. Especially now, Biden and his surroundings. Все, приехали. Вот я вам покажу сейчас. А где родованец? Пошли, проводишь меня. Видишь, мы знаем всех тут у нас. Это водоканал, городской водоканал. Сегодня утром мы здесь встречались с людьми, отвечали на все вопросы. Они обеспечивают водой, собственно говоря, не один город даже, а очень все населенные пункты и Новую Каховку. Все имеют воду. Пойдем. Ну, ты знаешь где? Если поехать. Поехали? Да, или с родованцем будет. Да лучше с родованцем. Ага, то есть ты... Нет, я знаю, но лучше с родованцем. Я механик. Но все равно. Я механик. На водозаборе. Красивая весна, да? Ага. Здесь красиво. Здравствуйте снова. Вы в таком белом халате? Ну, стараемся. Спасибо. Это должен родователь сделать заявку. Конечно, надо делать. Здравствуйте еще раз. Хорошо, я понял. Я тебя знаю. Здравствуйте еще раз. Разрешите войти? Да. Все, спасибо. Здравствуйте. Вот наше это... Куда ты уходишь, герой? Анатолий Васильевич. Садись сюда. Без тебя как, Васильевич? Ехать у нас на князь двора. Здравствуйте, ребята, проходите. Это люди, которые, в принципе, обеспечивают водой и все время обеспечивали водой город и все населенные пункты. И благодаря им... У нас, наверное, не было, да, таких дней, когда не было воды полностью в городе? Такого не было. Ни одного. Хотя уже больше года мы находимся под обстрелами, по большому счету. Это благодаря большой дружной семье нашего водоканала. Валерий возглавляет ее, молодец. Спасибо большое всем им. Ну и жители благодарят. Потому что, вот, смотрите, какой у нас прекрасный город был. И есть, и будет еще. Я хочу добавить, разрешите? Основная задача, которая ставится руководством ВГА, Владимиром Павловичем Леонтьевым, это обеспечить город Новая Каховка 24 часа качественной питьевой водой. И оперативно мы решаем вопросы, связанные с аварийными ситуациями, которые могут возникнуть или возникают на территории нашего городского округа. К сожалению, возникают, да. У вас сейчас люди чем заняты просто, ребята? Значит, Где? у нас есть вопрос по Горького 18А. Это там у нас порыв колодца. Труба сняла, занимается оперативно с вчерашнего дня цех водопровод. Я думаю, мы сегодня все восстановим. Нам достались в наследство старые сети, да? Да, сети у нас... И несмотря на то, что достаточно, ну, мы их не восстанавливаем, нам приходится латать старые дыры, и удачно. Если в мирное время было тяжело, правильно, то сейчас эти ребята, весь этот коллектив
большие молодцы, потому что люди с водой. Вода, электричество, газ в городе есть практически все время. Ну, может быть, совершенно небольшие какие-то временные перебои, там, и то. Они буквально в считанные часы устраняются. Что скажешь? Вот у нас ветеран. Анатолий Васильевич Куришко, начальник участка водоотведения. Сети у нас очень большие. Насосные, все работают. Есть проблемы, но не решают. Сейчас получили тоже, нужно сказать, вот когда по поводу отношения. У нас была обстреляна подстанция 330-я. И были уничтожены 2 трансформатора. Один полностью сгорел, из второго вытекло 10 тонн масла. И город был без электричества. И, естественно, воду не могли поставлять. Знаете, первый, кто позвонил мне сразу, это депутат Государственной Думы Костюкевич и говорит: тебе нужен генератор? Ну, просто так. Никто никому не спрашивает. И мы получили через 2 дня генератор нормальный, отличный, 265 он или сколько киловатт? 240 киловатт. 240 киловатт. Запустили, и сейчас водой будет обеспечен город все время. Вот и все. И оттуда же мы запитаем и больничку, да, по подземке. И вот. Я хотел бы тоже обратить внимание, что помимо это обеспечения водой, но у нас, конечно, еще мы заказали еще и ждем, я знаю, что на подходе один будет генератор, обеспечить канализационно-насосные станции. Тоже Единая Россия, депутат Костюкевич, он говорит: тебе нужен генератор еще? Я говорю: нужен, спасибо большое. Вот, пожалуйста, еще 60 киловатт идет генератор, и мы будем уже водоотвод обеспечивать, канализацию, скажем так. Поэтому я хочу сказать, что вот в этом как раз и есть отношение такое позитивное. Мы не унижаемся, мы не выглядим в роли попрошаек. Нет, нам предлагают, нам помогают, мы чувствуем искреннюю помощь. Вот в чем дело. Это огромное спасибо большое. А вам спасибо за то, что все делаете, ребята. Молодцы. Ну, сейчас все бригады на выезде. Мы можем, конечно, поехать посмотреть, но у вас другие планы, я так знаю. Угу. Потому что мы можем поехать посмотреть, как работают. Может, чуть-чуть? Где у тебя работает? Горького 18. Поехали. Что это? Здесь у нас находится участок лаборатории. Марита Васильевна Бехтева, начальник участка. Здесь отбираются и проводятся лабораторные лабораторные анализы питьевой воды, Новой Каховки и окружающих сел. Да. Анализы. Это вот наши лаборанты. Работа проводится каждый день. Мы, конечно, понимаем всю ответственность. Это вода. Вода – это жизнь. И благодаря этим людям, которые здесь работают много лет, мы можем и получаем те результаты, которые мы отбираем пробы воды, и люди у нас пользуются этой водой ежедневно. Качественной питьевой водой, я это подчеркиваю. Давай. Я за вами. Все эти дома напротив, все они пострадали от прямых артиллерийских прилетов. Вот эти с правого берега. И тут, в принципе, невозможно найти вот домов, которые так или иначе не пострадали. Вот. Ага. Да. Здесь уже с этой стороны нет, потому что летит туда. Есть еще какие-то местные жители, которые до сих пор говорят, что это Россия сама по себе. Больше это говорят в соцсетях те, кто на самом деле здесь не присутствует. Потому что те, кто здесь живет, он прекрасно понимает и видит все это. Ну, очевидное нельзя отрицать, вот в чем дело. А очевидно это то, что тут же видно, откуда прилетает. Да. Дыры в стене образуются. Ну как это? Это не скроешь от тех, кто здесь живет. Все люди это видят и знают. Поэтому ни у кого никаких ни сомнений, ни иллюзий не существует.
Что, нет ждунов вообще? Жду, ну, понимаете, есть люди, которые до сих пор, я не понимаю психологии. Даже этой. несмотря на обстрелы, все равно. Не только. Вот сейчас мы... Не только. Вот этот сектор справа, который весь ближе туда к берегу, он весь разрушен практически. Ну, здесь нет. Дальше мы будем. Там ужас. И там люди пострадали значительно. Там частный сектор. Это мы не едем, там дороги-то все там. Но там опасно ездить, вон они. Ага. Там опасно ехать, потому что... Там они уже, наверное, пристреленные. Ну там постоянно там прилетает и по много раз в день, вот в чем дело. И туда выезжать опасно. Но люди работают и в теплицах сейчас, и на полях работают. И в этом году урожай, в принципе, озимых будет совсем неплохой. Точнее, хороший. Все благополучно. Я думаю, что... Это еще и за счет субсидий аграриям, да, которые... Субсидии аграриям они получат по факту сдачи. Но на самом деле здесь очень трудолюбивые же люди. А субсидии они позволят не то, что там выжить, а заработать очень много денег. Ну, не очень много, но достаточно заработать денег. Тут я хочу сказать, такая программа развернута, оказание помощи, ну... Там, по-моему, в этом году 2 с чем-то миллиарда на Херсонщину, на аграрный сектор. Дело в том, что тут дотации на каждый килограмм, на литр молока, на килограмм зерна, на тонну зерна сданного. Очень все позитивно. Молодцы. Так что... Техника сельскохозяйственная, поля выходят, по ней украинцы стреляют. Ну, дело в том, что поля находятся чуть-чуть в отдалении. К сожалению, нам досталось в наследство не самая готовая, хорошая инфраструктура, и вдобавок ее еще всю поразбивали и продолжают разбивать. Хотят нас оставить без воды, без газа, без света. Это к вопросу, а зачем стреляют? Ну, потому что хотят внести хаос, панику посеять, испугать, показать, что там, на том берегу, то есть у нас все плохо. На самом деле плохо там сейчас. Люди и без света, и без газа, и без воды, и без помощи, и без всего. И за год еще коммуналку заплатили. Еще за ту коммуналку, за которую им, ну... Которой нет. Нету. Да, выставили счета. Нормально все. Неподъемные причем. Так что... И вот даже вон здесь, вон ребята сажают вон цветочки. Все как для того, чтобы хоть как-то белят, красят, чтобы чувствовать, что жизнь продолжается. Она и на самом деле продолжается. Вы находитесь на канализационно-насосной станции 2А, которая принимает 100% стоков с канализационно-насосных станций, которые находятся у нас в городе Новая Каховка. Пройдемте, пожалуйста, в наш зал, мы вам покажем. Здравствуйте. Машинист оператор. Валерий Владимирович. Да. Да, Васильевич. Машинный зал. Это машинный зал, который принимает.
We're seeing the utility workers work on the water supply for Nuba Kakhovka right now. Это фекальные насосы. Сейчас мы идем, будем снимать, смотреть. У нас там есть поломка определенная. Слесаря делают демонтаж. Ну и будем смотреть дальше, какая там проблема. Будем стараться устранять ее. До свидания. Валера с Луганской области. А, да? Да. Со Стаханова. Ага. And how long has he been here? Не слышу. Ты давно оттуда уже? Я последний раз был в 2013 году. Ага. Домой не могу поехать. Когда-нибудь съезжу. Я с тобой. Они стреляют так, покажу, что даже в центр города. Вот церковь, храм. Вот я вам покажу сейчас. Вот смотрите. Тут военных и близко быть не может. Вот следы от мины. Вот этот дом попало, разрушенный. Вот этот дом прямо в него попало. И женщина убили вот в соседнем доме. Вот в том. Вот это прямо вот сюда. То есть самый центр города стреляют, никаких нету. Здесь храм, здесь и люди постоянно находятся. А вот наши, кстати, Да. Кстати, второй по размерам храм на юге Украины был. Очень большой, очень хороший, красивый. Строили его всем миром. Ну да, стреляют тут они и будут стрелять. Никуда не денутся от этого. Вот мина. Да тут их, если честно, тут достаточно тяжело найти, где бы не было места, чтобы не пострадало. А вот такие осколки по всему городу люди убирают каждый день. Вот такие вот огромные. Это вот от мины. От 120-й. Ракеты, которые есть, они использовали по нам. Автобусы ездят по всем населенным пунктам. Автобусное движение организовано полностью. Потому что многие живут на дачах. Это где-то 20 километров отсюда. Им надо передвигаться. Поэтому вот автобусы, они ездят, люди. Хотя все это не просто организовать. У нас в один день, когда ракета прилетела, 11 автобусов сразу коммунальных было уничтожено в одну секунду. 11 автобусов, да? Все сразу были разбиты, к большому сожалению. Ну а вот эта передняя линия, Днепровский проспект, вы сейчас видите, он очень сильно пострадал. А вот наша социальная служба что-то привезли. И он... Днепровский проспект очень сильно пострадал. So, вот там это на другой стороне, а там это украинский, да? Да. Это ага, уже... речка, да. Да, речка. Да. И мне там говорят, вы же не понимаете, у нас война. Я говорю, сейчас? Ну, это очередной обстрел идет. Он, собственно говоря, сегодня тихо, я хочу сказать. Нам повезло, потому что знали, что приедут американские гости, и поэтому все тихо. Они решили нас немножко успокоить сегодня, дать нам передышку. А на самом деле намного все ярче у нас, намного веселей. Соскучиться нам не дают. Это обстреливается город круглосуточно. Он и ночью, и днем. И ну вот оно гремит. Ну и следующий населенный пункт — это Днепряны, Корсунка.
Я слушаю, мины летят или не летят. И там вообще сложная ситуация тоже. Они еще ближе к берегу. Ну, собственно, куда ближе уже. То же самое. Ежедневно обстреливаются многократно. Попадают везде. Дома культуры, магазины, детские сады. Вот цели, которые важны для поражения. А на самом деле для того, чтобы посеять панику, хаос. Но все равно никто ничего не добьется. Мы победим, все будет хорошо. И все будет. Ходить, потому что там этот... Что там? Ну, чтобы ты пошел, посмотрел, где. Вот стреляют из автоматов, там, что-то еще. Дроны. Очень много сейчас стали использовать дронов. Для чего? В том числе. Ну, во-первых, сбрасывают боеприпасы, а во-вторых, в последнее время стали сбрасывать боеприпасы, не боеприпасы, взрывчатые вещества для того, чтобы, ну, устраивать диверсии здесь, хаос. И у нас буквально в пятницу на территории детского сада с дрона было сброшено 1,5 килограмма пластида. Саперы отработали, уничтожили. Ну, задача одна – это посеять хаос, террор. Так что думаю, что нам еще предстоит много для того, чтобы навести порядок и всю эту грязь вычистить. Ну и изменить, самое главное, мозги. Стреляют, наверное, по дронам, я думаю. Вот это. Слышите, да? Угу. Это по дронам. Мы все объехали, Сергей Сергеевич. Одного только Патрика надо в ту сторону сводить, и все. We are here. Okay. It's left bank of the river and right bank. Islands and right bank and power station. From the and dam. Crimea Channel. So the Crimea Channel, this is the one that the Ukrainians cut off after 2014 when Russia... it was closed. And we opened it on 28th of February last year. And where exactly previous year. where exactly was it closed? Here. Okay, and then from basically 2014 till last year, Ukrainians shut the water off for Crimea. Now, so where we're about to go to every day we supply around 1.7 million cubic meters to Crimea. So all the water from Crimea comes through here. Practically, yeah. More than 50 million meters per month. Wow. A lot. And so where are we about to go now? To the park where we can see Ukrainian positions. Where is that located? Here. That's the Ukrainian positions. Yeah. Okay. So before it's a gray zone, so called gray zone. But they are there. Sometimes. Okay. Not every time, of course. Okay. So we're gonna be in this area, or where will we be soon? Here will be. You will stay here. Okay. And then on this side, that's all fully controlled by. Fully, completely. Okay. It's Kazatskaya village and Veselaya village. Okay. And this area here by the river, that's the dangerous area. Yeah. Extremely dangerous. Extremely dangerous. A lot of mines from other side. You know, forbidden. Mortars. The mortar. Lepestok. Lepestok. PFM-1, yeah. Okay. A lot. I understand. Oh. May I come in? Of course. So, and snipers also work there. Okay. One civilian woman were dead.
All right. Well, you have to put the vests and helmets on, I guess. Absolutely. Obviously. Мы сегодня были в таких точках. Где мы были? Где мы были? Где мы были? Мы здесь были, здесь были, здесь были. И ездили вот сюда на очистные сюда сооружения. Вот. То есть практически весь город мы проехали. Нет, у нас город очень разрушенный. Вот эта часть. Практически вся разрушенная часть. Вот эта часть вся разрушенная. Вот эта часть разрушенная. А здесь просто пострадавшие дома, но очень много разрушений тоже. Да. Okay, so as you heard, it's very dangerous on the riverfront or the front line. So now we're gonna vest up, armor up, and go to the front line, bordering Russian forces and Ukrainian forces in the Kherson region. Можно представиться себя? Меня зовут Сергей Дмитриев, я являюсь первым заместителем руководителя военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа. Спасибо. Сейчас где мы будем ехать? Мы находимся возле здания администрации, сейчас выйдем буквально на площадь, центральная улица, можно сказать, основная, где находится у нас Дом культуры. Вот, там видно уже Днепр. Пойдемте туда. Там уже видно Днепр, соответственно, на правом берегу уже находятся позиции вооруженных сил Украины, которые регулярными обстрелами угрожают, так сказать, жизни и здоровью наших мирных граждан. Вот вы были сегодня в парке Славы, где у нас находится Вечный огонь, несмотря на все происходящее, горит в память о бойцах Великой Отечественной войны. Ну и в парке, соответственно, никого не было, а туда сегодня прилетела мина, непонятно по какой причине. Ну, очевидно, там никаких военных позиций нет. So, можно сказать, тут, где мы ехали, примерно передовой, да? Да, вот, ну вот передовая буквально, можете видеть. Здесь находится лесная местность, мы близко подходить не будем, потому что очевидно, что там работают снайпера, ведут и разведывательные свои мероприятия, ну и, соответственно, диверсионные по дискредитации работы систем органов власти, которые сегодня находятся и занимаются абсолютно мирными задачами, гуманитарными по обеспечению жизни и деятельности наших граждан. All right, so we're making our way closer to the front itself, the river, the Dnipropetrovsk River, which Ukrainian forces are just on the other side. Through those trees, the land we see there, that's Ukrainian forces' territory. I love you, Новая Каховка. Ага. Можно сказать, можно чуть-чуть дальше? Или? Нет, дальше не надо, потому что там позиции наших солдат, не обязательно их видеть, показывать на камеру. Ну и в том числе мы видим берег Днепра, там у нас находятся острова, где также у нас находятся диверсионные группы и снайпера. Не будем рисковать нашими жизнями. Она еще пригодится для служения нашей Родине. Ага. So, принцип, как я понимаю, на этой стороне русские солдаты стоят, и они, принцип, друг друга видят, глаза Абсолютно. На другой стороне. Ну, есть самые узкие места, это 500-300 метров, буквально видят, сейчас вы слышите автоматные очереди, работают по беспилотным объектам, работают по диверсионным группам, работает необходимая техника. Как видно, что солдаты вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации абсолютно жестким, четким фронтом удерживают соответствующую оборону нашего левого берега. Никаких наступательных мероприятий нет, они охраняют спокойствие и жизнь мирных граждан, за что им отдельная благодарность и низкий поклон. Ага, понял. Okay, we have come to the very front line of the Kherson region. Right behind me you see a tree line and you see the river right through it. And on the other side is Ukrainian forces. On this side are the Russian forces positions, and they are in a standoff, you could say.
This is the very front line of the Kherson region. On the other side is Ukraine-controlled territory. We're here to show you the facts on the ground. This has been a long special report. We hope you got all of the information you can so you can get somewhat of an education from this side of the line as well. So you're not, like I always say, not led like a sheep by the Western mainstream media. Watch reports on both sides of the line. So we're here on the front line to show you the facts. We've shown you a lot of information today. So don't just watch my reports. I'm not in Kiev. I'm not in Odessa. Watch reports on both sides of the line. So we've got a lot more important reports coming. So please subscribe if you're new. Like this video, share it across all social media so you can help us show the world what's really happening, because you don't get this information in English anywhere else. And also, of course, remember, we're totally crowdfunded, and you can support our work with the link on the screen or in the description. There's a lot more to come. Let's do it together.